Всем привет! Я планировал записать небольшой видеоблог после, собственно, отбора на мейджор, но как-то с этим немножко затянулось, и в итоге в этом видеоблоге я расскажу немного об отборочных, конечно же, чуть-чуть расскажу об инсайде, наших мыслях перед каждым матчем, и, конечно же, вообще поведу какие-то определенные итоги года, моей деятельности в Hellraisers, да и вообще. Ну, начнем с мейджора. Собственно, все уже знают результат, смотрели матчи. Я так расскажу немножко о том вообще, как мы думали и какие у нас были мысли перед каждым матчем и вообще перед турниром. Напомню, что мы много тренировались, очень готовились к этому турниру, он был максимально важен для нас, но и пытались не ставить на него прям такой сверх важный акцент, такой психологический, чтобы игроки не переживали сильно и пытались показывать максимум своей игры вне зависимости от какого-то психологической такой нагрузки и давления. Первый матч у нас был Small Sports. Мы немножко удивились, когда они оставили трейн. В принципе, карта, которую мы готовили не так много перед турниром, но у нас были неплохие наработки, и мы знали, как их побеждать, зная, что они будут, зная их стиль игры. И, в общем, как-то нам достаточно просто получилось победить, хотя многие раунды были достаточно трудные, хоть и счет был такой, по-моему, около 16-6, если я не ошибаюсь. Матч местами был непростой, первая сторона закончила 10-5, если бы не взяли пистолетный раунд, то все было бы очень непросто. Но замечательный колл от Кирилла после размена, и мы классно фейканули в пистолетке, и в итоге забрали очень важный раунд для себя. Удивились, что они оставили трейн, и, в принципе, в итоге был вариант кэша и трейна. Кэш мы хотели играть, потому как это одна из наших лучших карт. Мы много готовили, но ни разу не сыграли на квалификациях. Следующий матч у нас был против Непов. В принципе, мы знали, какие карты будут в итоге, подготовились и морально, и тактически к тому, что будем играть. Или кэш, или оверпас. Опять выпадает оверпас, а не кэш. Мы, в принципе, очень были готовы играть на кэше, потому как хотелось победить их после того, как мы еще со Смайком на Старладере в Паласе Украины проиграли Непам первую встречу во время нашего участия на Старладере, когда мы вели 9-1, и они дали нам сумасшедший камбэк. У нас была такая небольшая злость. Собственно, такая внутренняя, не то чтобы злость, а очень хотелось отомстить именно на кэше. Но у нас выпал оверпас, и, в принципе, мы имели... Да, кстати, тоже с Непами вообще было забавно, потому как мы играли ESL онлайн-матч, обычную официалку. По-моему, это даже был самый последний матч сезона для нас, и он для нас уже ничего не решал, мы просто готовились к эпицентру. И хотели сыграть максимально, чтобы почувствовать свои силы на этой карте. И мы проиграли им, при том, что ввели, по-моему, 15-5. И это мы выиграли первую сторону атаки, кажется, 12-3 или 11-4. Перешли за вторую сторону, взяли пистолетку и вели 15-5 в итоге. И они нам дали какой-то сумасшедший камбэк. Там Майкелеле взял клатч каким-то диким, сумасшедшим способом. Там миллиард везения был. 1-3. И мы в итоге тоже проиграли и как раз пересмотрели эту демку перед матчем с Непами, зная, что оверпас может быть, и понимая, какие вещи они могут делать, какие вещи нам делать не стоит, чтобы опять не залить на катку. Оверпас, конечно же, порадовал. Сыграли мы очень неплохо, особенно в атаке, когда сделали камбэк. Мне нравится, что у нас получается после тайм-аутов ребята делают, слушают то, что я говорю, и делают правильные выводы, и успокаиваются. И мы часто после тайм-аута у нас получается переломить ход матча, и это очень круто. Дальше были Godsend. Некоторые могли подумать, что это самый легкий соперник для нас из возможных в матче за квоту. Но так как мы играли с этой командой не так давно на квалификациях, к закрытым квалификациям на миноре, в Румынии. И мы прошлый трейн у них выиграли, а кэш проиграли. И часто бывает так, когда ты играешь с командой и предыдущий матч проигрываешь, то ты делаешь больше выводов и немножко более готов играть следующий матч.
И так получилось, что мы кэш последний им проиграли, а трейн выиграли. И опять падает не кэш, который у нас был более готов, ну и вообще по силам, скажем так, трейн это их топ-пик, кэш это наш топ-пик на этот турнир. И так получилось, что как раз падает опять трейн. Мы были близки, но некоторые клатчи мы отыграли очень неуверенно и в итоге проиграли матч, хотя, как бы, мне кажется, могли выигрывать. И первую сторону мы могли сильнее выиграть, но, опять же, трейн — это карта, которую мы играем не так давно. Hellraisers вообще эту карту не играли совершенно до моего прихода в команду, это был инстабан долгое время. И сейчас мы набираем как бы ход на трейне, от матча к матчу набираем уверенности. После, конечно же, матч с Optic. Я очень хотел попасть на Optic, потому как у меня вообще перед всем турниром было желание на каждый матчап получать оппонентов посильнее и желательно тех, которые когда-либо выбивали Hellraisers, чтобы так минимально мстить. И, ну, не то чтобы мстить, а для себя, вот, знаете, такое ощущение, мол, что хочется победить тех, кто когда-то побеждал Hellraisers. И это было бы круто. Попадаем на Optic. В итоге опять кэш или трейн. Во время рандома, по-моему, на флай говорит, лишь бы не кэш, лишь бы не кэш. И падает в итоге трейн. Им, конечно, тоже, как мне кажется, в это немножко повезло, потому как трейн — это их топ-пик, кэш — это наш топ-пик. И мне кажется, у нас было больше шансов на кэше, но мы очень неплохо отыграли трейн. Хоть и проиграли встречу, но... Опять, некоторые клатчи все изменили, и это очень радует, потому как карта, на которой наша команда играла не так давно, начала играть не так давно, как я говорил ранее, мы уже можем на ней давать бой командам, которые играют эту карту своей основной. Это круто. Проиграли обидно. Некоторые начали думать, и многие фанаты начали думать, что вот, сейчас Ашер опять зальют, и все будет тяжело. И следующий оппонент, Cloud9, мне кажется, очень сильный оппонент. В итоге, по-моему, в конце попадается опять... Я не помню, что было, кроме оверпасса в конце. По-моему, даже оверпасс трейн. Обе карты мы были готовы с ними играть одинаково. Знаю, что обе карты у них приблизительно на одном уровне. Даже, наверное, оверпасс у Cloud9 чуть-чуть поувереннее, судя по последним результатам. И, в принципе, мы знали, что делать, знали их стиль игры. За дефенс, за первую сторону отыграли очень неуверенно, взяв всего лишь 6, но хорошие колы by Кирилл, нашим капитаном Кириллом во время раундов, и вообще правильные холды, правильные розыгрыши ситуации после клатчей. Да и вообще макро-стратегия у нас была достаточно классная, мы делали гибкие заходы и фейки, и у нас все получалось. Ну и, конечно же, ребята большие молодцы, очень спокойно, хладнокровно справились с таким важным матчем, потому как, я не знаю, все ли замечали это, но очень часто на последних 4 отборочных к мейджору нередко выпадала последняя карта Overpass, и последняя, и всегда выходила не в сторону Hellraisers, и это было так немножко значимо. Как раз падает опять Overpass, и я вообще прикалывался в том плане, что последний матч дня, как в прошлый раз, против американской организации, как в прошлый раз. Ну, в тот момент это была организация Flipside, конечно же, с игроками украинскими и русскими, но все равно. И опять оверпасс, и первая сторона заканчивается опять 6-9, то есть очень много было подобных вещей, и люди, которые говорили о том, что есть какое-то определенное проклятие Hellraisers, мне уже на какой-то момент казалось, что возможно, оно и есть. Но я очень рад, что мы победили, ребята большие молодцы, очень рад лично за Кирилла, потому как мы давно очень с ним знакомы, и я давно понимал, что вот кто-кто, а Кирилл должен иметь свою роспись в этой игре, и он давно этим заслужил. Местами, может быть, не очень, но сейчас он очень классно работал над собой, и собственно, мы вместе с ним проделали огромный объем работы, и я очень рад тому, как получается наша, собственно, работа с ним складывается. В общем, так выдался для нас, так немножко более деталей я рассказал о том, как проходил для нас мейджор, отборочный на мейджор. Сейчас мы отдыхаем до, по-моему, 6 числа и начинаем тренироваться. У нас будет квалификации на
DreamHack Лас-Вегас и подготовка к мейджору, но я об этом расскажу после Нового года, перед подготовкой тоже сниму небольшой видеоблог, рассказав о наших планах. Ну и в 2 словах итоги по году, скажем так, с моей стороны, потому как я пришел в Hellraisers только когда это было, в июле. До этого, в принципе, у ребят был очень неплохой ход, они на многих турнирах играли, неплохо выступали, показывали достаточно классную игру, но на мейджорах, на отборочном к мейджору у них что-то не получилось, из команды ушли Сергей Ломобот, тренер команды, и Оскар Томи, снайпер, такой звездный игрок. И такая задача была в первую очередь поставлена передо мной, создать, по сути, новую структуру команды и набрать игроков. Вот мы вначале пробовали с Сергеем, с Майком, но, к сожалению, с ним не получилось. Я, кстати, тоже хотел бы отметить, что вот, когда мы работали с Сергеем, я реально надеялся и верил в него, и верил в то, что у нас все получится. Но, к сожалению, еще рано было, немного ему нужно было поднабраться опыта, я уверен, что все у него еще впереди. Дальше, в принципе, мы взяли Dead Fox, парня из Венгрии. В принципе, я очень доволен. Я до этого наблюдал за ним, и, в принципе, он был одним из основных кандидатов на роль снайпера, которых я предлагал организации для того, чтобы мы, собственно, с ним связались и начали с ним вести контакт. Первоначально он даже отказался еще в июле, но потом, благо, мы уже, скажем так, нашли друг друга и связались более детально и начали работать. Я очень рад, потому как он классно влился в коллектив, и уже начиная с первых турниров, с эпицентра, на котором мы впервые встретились и пообщались, я сразу понял, что это парень, который с нами, скорее всего, надолго, и я как-то чувствую определенное такое единство командное, когда наш состав сформировался уже с ним. Собственно, эпицентр мы отыграли вроде бы неплохо, но не вышли с группы, показав неплохую игру, но много опыта с этого получили. Далее у нас, конечно же, был минор. На миноре, мне кажется, мы сыграли очень даже неплохо. Опять, кое-какие моменты были, которые не позволили нам взять первое место, но я думаю, что мы, опять же, от них много чему научились. И этот опыт, он помог однозначно нам уже в Атланте бороться за квоту. Онлайн мы играли вот из важного такого, конечно же, ESL, и мы были близки на самом деле к тому, чтобы выйти в следующий этап, выйти на ланы. Но мы проиграли пару важных матчей, там близко. У нас был важный матч с Envy, мы проиграли им обе карты достаточно близко. Потеряли очки с Dignitas, когда у нас был... Мы выиграли первую карту, и на второй у нас было, по-моему, 15-10, и мы отдали камбэк, и в итоге проиграли карту. И еще с Пентой мы там отдали сумасшедший матч на кэше, и в итоге, ну, в принципе, по ходу всего сезона я понимал, что по силам нам уже скоро, в общем, мы скоро сможем бороться с лучшими командами, и я надеюсь, что это только начало Hellraisers, и в новом 2017 году мы будем еще больше работать, и для нас это будет классный, успешный год. В общем, спасибо, ребят, всем, кто за нами наблюдает, всем, кто нас поддерживает. Для нас это очень важно, мы это очень чувствуем. Я очень рад, что меньше появляется людей, которые там пишут: «О, шеры, как вы играете?» А уже видят красивую игру, к которой мы стремимся, и мы все чаще можем радовать ей и наших болельщиков. Мы очень рады, что вы нас поддерживаете, пишите игрокам положительные комментарии, да, и даже критика, когда она конструктивная, она всегда очень, очень положительно влияет, и я на нее смотрю очень, в общем, всегда хорошо. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что следующий год для нас всех будет особенным. Мы будем очень много работать, чтобы это получилось. И вместе будем создавать новую историю для Hellraisers. Спасибо вам еще раз большое. Всех с наступающими праздниками. Всем